хорошо, не жарко. Зай, что ты делаешь? Интересные очень вещи я делаю. Кстати, всем привет, доброе утро. Надеюсь, оно у вас доброе и хорошее. Друзья, но перед тем, как мы продолжим, я, конечно же, не забыл. Я хочу исполнить сейчас одну просьбу одного хорошего, доброго человека. Это наш подписчик Антонина Горинова. Извините, если неправильно произнес ударение в фамилии. Поздравите ее маму Антонину Павловну. Антонина Павловна, я и все, я надеюсь, тоже ко мне присоединятся, все наши подписчики, все наши зрители. Мы от всей души хотим вас поздравить с днем рождения. Антонине Павловне сегодня исполняется 98 лет. Ребята, представляете, 98 лет. Вам честь и хвала, вам низкий поклон, моя дорогая. Я от всей души вас хочу поздравить, пожелать всем самого хорошего, счастья, конечно же, здоровья, еще раз здоровья. Живите еще больше, радуйте нас, потому что вы пример. Дети у вас тоже прекрасные, спасибо им громадное. Вот, знаете, что вы не одни, мы всегда с вами, мы вас поддерживаем, мы вас все от всей души еще раз, мы вас поздравляем, моя дорогая. Вот, живите долго и счастливо, мы с вами, все вот так взяли кулачки и только вперед с улыбкой, с позитивом. Все будет хорошо, все будет просто прекрасно, жизнь продолжается, мы еще го-го-го проживем, это да. Ребята, это была такая вот приятная новость, надеюсь, она вам тоже понравилась, вы тоже от всей души поздравите Антонину Павловну, ну а мы продолжаем. В конце ролика попрошу вас уделить мне кое-какое время. У меня есть для вас тоже новость и хотел бы с вами насчет этого поговорить. Вот, мои дорогие, ну а вам приятных просмотров, мы продолжаем. Кстати, о дожде. Ну да, у многих, кстати, там и катаклизмы случилось, и затопило, конечно, мы сожалеем все, да. Но как сказать, вот у нас были тучи черные, да, вот, не знаю, дня 3 стояло. Да. И они хоть бы капельку проронила, да, там пару капелек упало и все, я не знаю, да. И смс-ки приходят, что вот там... Да, что будет, я и огород не поливал, да, вот вчера уже не выдержал, пошел хотя бы немного сбрызнул, потому что земля уже вообще просто сухая. В общем, сейчас нужно будет найти мне кран на этот гигиенический душ, потому что там как подсоединение какое-то хитрое было. Мне же нужно будет сейчас разводку делать по всему санузлу. Я не могу найти, потому что здесь дурдом. Здесь только корова. Не знаю, всего там этого. Розетки, кстати, наши. Вообще стеклянная, классная, крутая. Куда-то мы его дели, а куда я вообще честно не знаю. Это что? Смеситель, ну, наверное, этот... А это на кухне, по-моему, да? Да, в таком этом. Кто помнит, показывал. Это такая, да? Интересно будет, потом покажем. Чтобы у вас была интрига. Да хотя что интрига, там столько всего еще. Вон, смотрите, упаковка нереальная просто. В этом между позаказали, а сами уже не знаем, что. Это вообще на кухне, по-моему, да? Да. Кранчик, смотрите какой. Вот с этой. Вот с такой. У нас 2 будет смесителя на раковине. Черный классический. Так. Ну разве не в пленке был? Это черный. Что там уже было в пленке, что нет? Я вообще не знаю, где мне это все искать. Это наш красавец. Да. Подожди, белый? Да. А где золотой? Ну он сверху открой, будет золото. А, вот он. Это ванну на раковину. Да, и, кстати, пришли полки тоже в золотом цвете, потом покажем. Я сейчас не знаю, сколько стоит, но тогда, по-моему, что-то надо за 5 рублей. Да. Сейчас не знаю. Клевый. Клевый. Тяжелый такой, но Да, видно он качество. такой сделан, видно, да, неплохо. Сейчас мы закроем, спрячем. Спрячем нашу красоту. Не, ну это все. Это под этот жидкое мыло. Да. Кстати, тоже очень хороший. Вот это все металл, тяжеленький такой. Это встраивается в столешницу там, да? Угу. Вот, здесь вот бачок под него.
Вряд ли здесь будет, да? Это, кстати, наши розетки, выключатели. Я не знаю, на весь дом мы брали, нет. Вот у нас, не знаю, где открыто есть. Такие. Слушай, одну покажу. А вот есть. Что-то в этом роде, да? Ну, стиль будет везде вот такой, да? Белый, чисто классический, вот с такими вставками. Будет во всем доме. Вот. И под надкроватные, кстати, мы брали. Сейчас покажу, если остались они здесь. Вот. Чтобы телефон не ложить на тумбочку, чтобы не мешало. Кстати, в спальне это будет очень удобно. С USB выходами. Они одинарные были. Нашел это в спальне, будет прикроватный. Здесь два USB выхода для подзарядки телефона. Очень удобно. И сейчас покажу приспособу, которую мы купили для телефона. Сейчас. Вот такая штука. Это мы брали на Алиэкспрессе. Она стоит, я не помню тогда почем брали. Что-то 100 с чем-то, по-моему, рублей в этом районе. Вот. Вот так это делается. По-моему, так, если я не ошибаюсь. А, нет, вот так. Вот. Зачем ты снял? А, ну да, не можно было не снимать. Сейчас одену. Так. Розетки все оттуда, кстати, если кому интересно, ссылочку дадим. В общем, она там крепится и получается, там просто на шурупы она прикрепляется к стенке. И вот так возле стенки розетка, сюда телефон. Да. Бах, вставил, все, USB. Его не надо никуда ложить, падать, и удобно. Вот, ну, и она будет... Да, будет везде, и у Демки, и у Лерки, и у нас. Удобно смотрится это. Вот, кто хочет, он может с двух сторон вообще повесить. Вот сюда еще один заправляется. Угу. Давайте, как хотите, да. Можно достать, убрать ее, если она вам мешает, да. Допустим, все, проблем нет. Ну, классно, что удобно. Ага, я знаю, что это. Это я... Как-то ролик был, фикс прайс. Весь фикс прайс купил, на меня смотрели такими глазами. Смотрите. Я зашел, почти всю посуду эту забрал. Это вот такие бутылки с такими пробками, стеклянные, клевые. Потом вот такие кувшинчики. Графин. Ну и графинчик. Это бамбуковая пробка. Тогда по 199 рублей, не по-моему, были. И, по-моему, контейнера, да. О, это все контейнера. 8 штук, по-моему. Смотрите, что за красота. Вот она. Я тогда 2 корзины натарил вообще. И этот. И наборы были фикс прайс. По-моему, вот этот набор там. Или вот этот. Давайте я даже посмотрю сейчас. Вот она. Good Morning. Good morning. Morning. Love. Что-то. Тоже подставочка и ложечка здесь. Клевый набор. Там, кстати, таких наборов мы покупали не один. Ну не такие, я имею в виду, помню, с кошечками Типа что-то. такого, ну. Да. Ну что, на кухне клево было. На веранде чаек попила. Короче, я говорю, мы уже сами не помним, что тут у нас было, что есть. И вот это все хорошо, но надо это. Смеситель надо найти. Найти смеситель, да. Ёшкин бэк. Декор, не везде, короче, у нас тут вообще кошмар. Это тоже фикс, по-моему, да? Да, это мы оставили специально коробку, чтобы что покупаем, туда докладывать. Клевая, да, Угу. классно. Так, фанаты фикс прайса. Ты так сверху положи, чтобы, если что, туда. Вверх, ладно, лучше на самом деле, где все? Унитаз. Сейчас, потому что здесь надо будет все разгребать, потому что мы сейчас будем сюда переезжать. Ну как переезжать сюда? Ну, кухню сюда кухню перенесем, и ванну да. тоже надо ставить, потому что там, где сейчас старая кухня, я же там все полностью буду сносить, убирать. Короче, тоже фикс прайс. Я это вообще не помню. Это я вообще не помню. Зеркальце. Контейнера. А, вот он, походу. Смотри. Мы тоже нашли, куда положить. Такие вообще.
Капец просто. Это Надо да. реально все перебрать. Вот потом Это будем на все... Озоне, но что-то как-то дешево, там по 7 рублей. по-моему. Да, да, Это, да. Представляете, да, когда это было? Сейчас, скорее всего, он. Да, наконец. Вот реально нашли, куда положить, да? Контейнера, да. А идем, может, это вообще не он. А больше нечего. Сейчас. А вот та большая посылка, это что? Это я не помню. Что, открою? Вам интересно? Что у нас там? Много еще чего. Да, это он. Да, 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 да. Вот он. Это он. У него это выход, а вот подключение, скорее всего. Это горячее, холодное, да. А ну тут все просто. Да, полный убрать надо, чтобы... Как я хочу уже собирать стулья, столы, кухню. Да, это самый такой момент Это вообще приятный. Ну, Икея. Хрупкий груз, ящик и киоски. Ага, Икея. А что там? Декор. Опять фикс прайс. Это вообще... Это что? А, ну это подставка эти. Под всякие. Зеркало. Ну сейчас есть, кстати, в продаже. Да. И в золотом, еще в каком-то. Это вот эти подсвечники. Вот мы их брали тоже пару штук. Это тоже второй такой же. Не знаю, там для примамбасов брала она. Это в мою гардеробную. Да, посмотрите на это зеркало. Держи. Еще одно, ё-моё. Ох уж эти женщины. О, это я помню. Кто помнит? Этот лепесток. Клевый, да? Вот как говорится. Кактус. Наверное, у многих есть. Золотой. Потом ваза. Пыли, правда, чуть-чуть. И все протрем. Потом белые какие. Это что еще? Это что такое? Это уже это. Икея пошла. А что это? Это контейнеры в холодильник. Стекло. Зеркало. Это шкатулка, да. Шкатулка. В России ее знают, наверное. Но, по-моему, сейчас тоже есть в Да, продаже, я да? как-то видел, да. Такая интересная, прикольная. У нас будет гардеробная в таком вот белом, и вот золотые будут вставки. Там, может, шторы что-нибудь будет в этом А плане. это что? А, прикольная штука. Это в прихожку. Да. Это вообще ключница, да? Да. Так, ладно, это все хорошо. Это будем доставать, конечно, позже. Намного. Это я буду доставать уже на своем канале. Не надо контент у меня забирать. Так. Остальное уже не будем, потому что там, конечно, еще много коробок и всего прочего, но Да. Основное я нашел, то, что мне надо было. Когда мы уже все, ну как, все сделаем, обои поклеим, да, и мы будем уже кухню отделять, кухню здесь оставим, то есть и гардеробную тоже отнесем все туда, чтобы нам было легче собирать кухню. Мы же, наверное, кухню сначала соберем, да? Не знаю. Не факт.
Ну или Не, ну гардероб. кухню как? Можно собрать, фасады пока не ставить, потому что... Ну, во-первых, нам надо... Фасады это отдельно регулируют. Сначала... Нам надо будет столешницу покрыть лаком. Это обязательно оттеночным лаком, поэтому надо будет сначала фасады собрать. Мне надо сейчас в магазин ехать. Ну ты возьми это с собой. Ребят, в общем, мы не будем делать ремонт, сейчас сразу вот так все поставим. Да, у нас проблема, кстати, с гигиеническим душем. Сейчас объясню, в чем дело. Ну у нас же правильно, здесь же труба еще. Она сверху станет. Сейчас. Ну, а плитку ты не учитываешь? Просто я пример получу. Но она еще поднимется. Я вот как раз крепление мешать не буду. А где у нее выход? Вот он. А ну здесь рядышком. Я даже переживал, что выход будет мешать, да? Что не достанет она. Нет, она все достала. Ну, она вообще миниатюрная, да? Ну, для меня она отличная, я маленькая. Ну и смотри, сколько места зато свободно. Ну да. Места Просторно много. подошел, здесь вот реально приятно находиться. То есть, по сути, больше не нужна здесь вода. Да. Все, инсталляция станет. Сейчас просто кинули, чтобы мне разметить, где будет, где кран будет стоять, смеситель, да? Вот. И фишка в чем, где вот эта штука? Смотрите, что у нас. Я не знаю, либо мы гигиенический душ поменяем. Просто когда мы считали, ну, планировали, у нас же туалет, инсталляция должен был вот сюда встать. Вот, окно вниз выбрать, и там ниша была бы, да? Вот под нее я рассчитывал сделать ревизию, да? Вот, я даже планировал, можно было с улицы сделать. А мы заказывали вот этот. А фишка в нем какая? Он латуневый, да? Латуневый. И вот эта вся штука, вот этот выход, 1/2, она вся в стену встраивается, в стену. И в случае чего, ну, мало ли, потекет здесь или лопнет, я не знаю, сгниет латунь, да? Она уже не поменяется, ее уже оттуда не достанешь со стены, все, допустим, да? Поэтому, если мы его оставляем, нужно будет делать лючок ревизионный. Соответственно, лючок, на него, или, ну, снизу, к примеру, лючок, здесь пустоту, открываем, здесь, допустим, открутили американку, поменяли его, раз, раскрутили и все, и достали. Вот. Поэтому, если, ну, замуровать, это как бы через год, через 5 лет. Ты же потом плитку не будешь ломать и все это крушить, поэтому под ней нужно будет ревизию. Вот. В плане инсталляции, допустим, такого нету. Я подводной трубу без шланга, я прям трубу полиэтилен впаяю и в бачок, все, она там намертво будет, она ничего не потекет, никуда не денется. Насчет этого нужно будет решить. Вот как мы сделаем. Либо мы его оставляем, либо мы покупаем новый золотой. А? Краник, где мы поставим, все будет good. Начну я. А что такое? Ругается. Все, начну сейчас разводку сделаю и будем полы забивать. А потом уже инсталляция, посмотрим, определимся, что как. В общем, погнали.
Так, что у нас здесь? Здесь делали мы разводку водопровода, если честно, я не знаю, что-то она как-то, эта ванна прям что-то не поддается. Ну ничего, я не знаю, может у всех так, я полдня улетела, вот не знаю, я вот сделал разводку на горячую холодную воду, сделал под ванну, надо будет это все растворчиком закидать, трубу чуток закрепить, и все здесь пошло, тоже развел я, это два я оставил выхода, это пойдет один на инсталляцию на туалет, на воду холодную, ну а также тройничком от нее пойдет на гигиенический душ, еще я его не сделал. Вот. И остальная вся труба, вот она пошла. Пошла, здесь еще надо будет доутеплить. Доутеплить надо. Вот. И пошла сюда у нас под этот, под раковину. Под умывальник. Вот под умывальник она пойдет. Тоже выход. О, прораб, здорово. Ты что? Что ты? Ты доделать не мог все? Алло. Что это такое? А? Нормально это? Ты принимаешь? Это что? Вот это. А? Кто это купил? Я тебе что сказал? Я сказал 90 угол. А? А ты что купил? Смотри. Алло. Это что? Так, в общем, есть они, их закрепляем. И все, и сюда уже выход пошел. У меня там уже будет основная подсоединяться. Вот это с улицы. Там обязательно краны поставим. Вот, и соответственно, вот сюда везде на выходы я буду ставить краники. Перекрыл, что надо, поменял, все убрал. Вот, и что у нас? И туда дальше за стенку у нас еще пойдет на бойлер и на посудомойку. На стиральную машину. Вот тоже выхода нужно будет сделать. Но основное я уже прокину. Вот ничего страшного, это все зацементируется, все пойдет под теплый пол. Вот, и все это мы забудем. Так что бу-бу-бу, такие дела. Так, откосик это тоже надо будет доделать, но это уже по мелочи. Мелочь осталась. И подрозетники. Подрозетники нужно будет ставить. Взять нужно будет коронку, поехать вот сюда и подрозетнички вставить. Вот. И в принципе что у нас? Все, заливаем теплые полы, устанавливаем инсталляцию. Вот сюда мы ее крепим. Все. Гипсой зашиваем. И в принципе все. Отсюда мы уже уходим. Уходим на гардеробную. Вот, и заказываем плитку. Посчитаем плитку, сколько нам плитки сюда надо. И все. И у нас, как говорится, дело в шляпе. Да? Вариант. Тучки пошли. Надеюсь, все-таки дождь пойдет. Потому что уже третий день жду, его нету. И трава уже поросла. Надо будет ее покосить. Да? Вариант. Он так на голубей смотрит. А где твой зам? Кстати, кто там говорил, что мяты нету, зачем я ее убрал, я ее просто покосил, и вот она молодая прет заново, вот прекрасно растет, как там, так и здесь, вот. Так что все в порядке, все нормально, вот она. Ну а здесь надо покосить, потому что уже трава такая, мне не нравится. Детки играют, тут не мешал. Иди сюда, я куда пошел, куда? Зам-замыч, а? Где твой зам, а? Вариант, ну где он? Куда он пошел? Ты что здесь отлеживаешься? Работать пойдем? А? Агроном. Ух, как ты линяешь. Пойдем работать. А? Пойдем посмотри. Что такое? Я не понял. Это что за взгляд? А? Что? Не хочешь? Бодаться будешь? Где он? Бимка. Бимыч. В общем, нужно покосить все и порядок навести. Порядок здесь тоже опять уже захламлено. Там вот мусор собрался.
Вот. О, еще идет. Уже хорошо, лишь бы Бимка их не сгрызла. А то она любитель таких вещей. Но это самый основной. Вот он. Красавелла. А? Красавчик. Иди сюда, иди. Та-та-та-та-та. Че такое, провинилась опять, а? Подлиза. Вот кто умеет подлизываться, а? Че, как дела? Как дела? Помидоры пойдем собирать? А? Пойдем? А? Выросла чуть-чуть, выросла. Прям тут ушки окропились, смотрите, да? Угу. Вот они стали, да? Здесь плети прям уже пошли. Что такое? Что рычишь? Я уже их не посынковал. В общем, где останутся арбузы, там оставлю. Остальное не знаю. Что, подлиза, а? Что? Ты мне всю кучу разгребла. Всю кучу. Вон она. Здесь и все. Когда она была аккуратно. Даже Тёма так не разгребал. А? За огород покажи. Показываю. Ну, изменений никаких таких глобальных нет. Единственное, нужно будет травку чуть убрать. Вот это место, там рассада была чуть у мамы. Болгарский перец. Наверное, поеду, возьму и посажу его. А так, синенький опять пруд, кстати. Вот недавно его только брали, жарили. Вот. Нормально, они везде пошли. Единственное, кое-где, где два куста, листья я чуть-чуть прорежаю, чтобы солнце всем хватало. Потому что вот эти дальние, они поменьше. Вот, по росту. А так, как бы нормально. Вот все идет. Гусениц вроде нету пока. Пока нету, потому что их потравил. Вот. Эти что-то валяются уже. Черки надо собирать, они уже вон они. Они уже спеют вовсю. Хотя я вчера уже собрал с пол-ведра. А эти они уже вот прям. Уже все. Вон они. Все нужно собирать. Хорошо сейчас спеют. Спеют нормально. Розовые тоже. Розовый вчера я собирал. Это не розовые, тоже красные какие-то. Куст вот так попался, вот так рассаду покупаю. Не, следующий год все с семенами сам буду смотреть, выращивать, гибридов брать хороших. Все, розовые все собрал. Уже верхние завязи пошли, нижние практически уже все. Практически уже нету, уже верхние вот выше пошли. Выше пошли, они есть. Вот они. Везде есть, вот растут. Поэтому по мере созревания будет хватать, я думаю, с головой. Вот они, все нормально. Чуть-чуть надо будет проредить, опять, наверное, посынковать. Все так. Перцы тоже есть, вон они идут. Опять, да, незадача. Здесь вроде болгарка должна была быть, а здесь горький пошел расти. Это вообще что-то с чем-то. Огурцов уже поменьше. Вот. Молодые есть. Вот они идут. Правда, муравьи опять начали. Опять они начали со своей тлей. А честно, не достали. Надо их травить. Травить вовсю. Потому что уже все. Эти надо будет уже пособирать, пооборвать. Это уже я уже... Что-то я пропустил. Тоже очень большой. Не, конечно, не совсем большой, но все равно стараться нужно забирать их уже. Вот, поэтому есть, пока есть понемногу. Вот, кто-то, говорю, молодые подросли, нет. Сейчас покажу, вот они. Сейчас стопли чуть-чуть уберу. Вот так. Надо будет, кстати, травку пройтись, поубирать все. Сегодня этим займемся. Вот они, молодые. Вот здесь они. Вот они идут. Ну, я думаю, будут расти. Куда они денутся. Потом будут вот такие огурцы. Вот, поэтому нормально. Базилик засушил, вот отстриг, он опять прет, не знаю, вовсю. И
лягушек столько. Петрушку, наверное, еще раз надо будет обрезать и в морозилку. Хотя там уже столько и петрушки, и кинзы, и лука. Это, кстати, лук вот он, как уже подрос, хорошо, уже можно общипывать, кушать. Вот. Поэтому, ну, как-то так пойдет. Потихоньку растет и хорошо. Хотя без этой сетки, я не знаю, у многих я смотрел, прям позгорели огурцы, вообще прям позасыхали. Ну, вот сетка вообще выручает. Хорошо с ней. Еще бы вредителей не было бы. Было бы вообще здорово. Поэтому, как говорится, пойдет. Зам-зам, зам-зам-зам. А вон прораб, смотри. Пошел, деру. Вперед. Все за ним. Давай. Че? Давай. Что, убежал? А? Убежал? Че такое? Ты че наезжаешь, а? На прораба? А? Ты ж зам. Ты его место хочешь? А? Выслуживаешься? А? Все, сейчас будем работать. Так что, пока дождя нет, я не знаю, его, наверное, и не будет. Вот эти тучки и все. Поэтому начну сейчас здесь подстригу, немного порядок приведу. Ну, там дальше посмотрим. Погнали.
более-менее чистенько. Ветер был сильный, я же говорю. Дождя нету, а так пыли, песка и всякой прочей ерунды понатаскала. Вот. Бимыч кучу разгреб. Но это ненадолго. Ненадолго это, наверное, на денек-два она в том же состоянии будет. Вот. Арбузы чуть проведил, то позарослись уже, там и пустоцветов много было. Розы по чуть-чуть цветут, ну и хорошо. Вот, конечно, сорта нормальные, сажать. Вот. Это уже на следующий год клумбой уже буду заниматься, полностью ее модернизировать, убирать и, в общем, здесь, как говорится, дела свои делать. Так, ну тут кучки совсем чуть-чуть осталось. Конечно, надеюсь, я выработаю и хуже не будет. Уже будет свободненько, все это будет убираться и облагораживаться. Вот. Мелкие есть, но не знаю. Главное, чтобы Бимка их не ела. Вот этот все, жду не дождусь, когда он подрастет еще, и мы его съедим. Вот. Так пойдет, нормально. Нормально. Машинку тоже надо помыть. Вот он ты. А ты где сегодня была? Ты что не помогала, а? Ты что, под машиной нельзя спать? Поняла? А? И Бимка. Фу, куча, конечно, уже йоу-йоу. Ну ничего, ничего. Еще немного, еще чуть-чуть. И тут будет монумент какой-нибудь. Воздвигнем. Вот. Так, нормально все. Вот. Чистенько, нормально. С утра люблю выходить по травке, ходить. Прям вообще босиком. Кайф. Кайф. Вот. Так, хорошо. Пойдет. Более-менее. Вот. Мятка осталась. Нормально прет. Чайком прям вообще будет замечательно. Фух-фух-фух. Травка, не знаю, на мульчу, может, пойдет. Посмотрим, я ее пока никуда не девал. Здесь в ведрах стоит. Так что нормально. Это такой мини-диван временный. Ну а что, нормально, матрас кинул, вообще отдыхаешь. Да, Димыч? Твой? Я твои игрушки устал собирать. Шарики, мячи везде. Они везде, вообще по всему двору. Фух. Да уж. За окно надо помыть. Вообще надо стремянку принести и сверху начать. Потому что ужасно. Да? Хотя сегодня дождь, говорят, будет, но все равно надо уже помыть. Не боишься? А? Может, кран вызовем? А? Им так сильно не намывает. Все равно сейчас пыль не пыль будет. Ну хотя бы с той стороны надо. Ладно, работай. Так, друзья мои, но наш ролик подходит к концу. Вы все видели. Я сегодня тоже чуть-чуток поработал. Работали мы опять в санузле. Не знаю, как-то время так отняло. Не знаю, может, так и должно было быть. Кто делал водопровод, подводку, напишите, сколько у вас занимало времени, чтобы вот это все провести. Потому что, мне кажется, как-то много заняло время. Ну да ладно, главное результат. Главное, все получилось. В принципе, что у нас там остается? Сейчас пеноплексик кинем, сеточку навяжем, контур теплого пола и, в принципе, зальем полы. Уже одно дело будет сделано, как говорится, потихоньку, маленькими шажочками, но мы продвигаемся, как говорится. Да, бывает страшно, но ничего, справимся с вами, особенно с вами как можно не справиться, мои дорогие. Так, ну и насчет порядка тоже я вышел, чуток навел порядок. И это хорошо, потому что сам уже убеждаюсь и знаю, что если это вот завтра, это все вот возрастет, превратится не хуже, как у меня сейчас куча такая строительного мусора, да, вот так это быстро все собирается, если это вовремя в порядок не приводить, не убирать. Ну, поэтому, надеюсь, я сегодня тоже кого-то замотивировал, потому что, не знаю, я после уборки кайфую, когда ты выходишь, ты видишь, у тебя порядок, у тебя чистенько все, пускай даже завтра опять будет, как говорится, опять ветер, песочек, пыль, ну ничего страшного, зато ты двигаешься, пошел, подвигался, можно и под музычку, и потанцевать, ча-ча-ча, и все дела, да. И уже хорошо, как говорится, движение, это жизнь, и это прекрасно.
Вот, мои хорошие, дорогие. Я вас в начале ролика просил что-то в конце уделить мне время. Вот, хотелось бы с вами кое о чем поговорить. Вот. Сами вы знаете, что канал у нас позитивный, я всегда стараюсь вас поддерживать, давать вам позитив, давать вам какую-то новую волну, чтобы эта волна к вам заходила, вы ее брали, мотивировались на хорошие, добрые дела. Не всегда получается так, что бывает все хорошо, что бывает все ровно, у всех есть свои проблемы, свои беды, да, там, у всех бывает какие-то невзгоды, да, получается так, что, как говорится, беда бывает приходит иногда, да, бывает у кого-то часто, у кого-то реже, и я стараюсь все равно поддерживать людей, чтобы они не отчаивались, чтобы все у них было хорошо, я их мотивирую на хорошие, добрые дела, чтобы они верили в себя, не падали духом, при любом раскладе, но, конечно же, хорошо, когда есть рядом надежное плечо, близкий друг, вообще родной человек, но иной раз случается так, что не оказывается рядом никого, что мы теряем близких людей, близких не только по крови, но и по духу, и вообще. И самое страшное в этой жизни для меня это остаться одному. Это, по-моему, самое страшное. Пускай даже ты будешь богатый, обеспеченный, но если ты будешь один, мне кажется, это вообще самое страшное, да? Вот, остаться одному и, как говорится, никому не нужным. За это и пойдет речь. В нашем подписчике, ее зовут Наталья Мамина. Человек ничего не просил, никого, он живет своей жизнью, живет так, как может, как получается. Но дело в том, что у человека произошло горе, человек остался один, абсолютно один. И мы не будем даваться подробности, как это произошло, потому что для человека это будет все равно горько и больно это вспоминать, когда мы теряем близких людей, это вообще... Суть нашего разговора, человек потерял всех своих близких людей. Всех. Потеряла мужа, потеряла сына, и человек остался один. У человека еще случилась болезнь, определенный паралич. Да, там приходит соседка, как-то пытается помочь, ухаживать, приходит соцработник. Человек, конечно, не сдается, живет, старается, он говорит спасибо нам, смотрю на вас, и сердце радуется, что вы вот такие живчики, вы даете какое-то тепло, какой-то уют, хоть как-то на душе становится чуть-чуть легче, но просто хочу от себя сказать, говорю, потому что мы все люди, мир не без добрых людей. Бывает такое, что у человека просто даже не хватает той же пенсии, да, до конца месяца на какую-то еду, тупо на какие-то медикаменты, да, там. Вот, человек ничего не просил, поэтому я не хочу сегодня слышать никакие высказывания, какие-то глупые комментарии или еще что-то прочее. Каждый из нас живет по своей совести, да. Завтра мы тоже не знаем, что может случиться с каждым из нас. Я встречал людей, у которых сегодня было все. Все было. Была хорошая работа, был прекрасный дом. Много факторов случалось. И природные катаклизмы, и война, это вообще самое страшное. Я встречал тех людей, когда все, не было дома, ничего, все разрухи, руины, и человек просто был на улице, никому не нужен оставался. Это вообще страшно. Страшно. Хорошо, когда ты еще молодой, здоровый, у тебя есть молодость, у тебя есть желание, у тебя есть руки, ты можешь что-то делать. А когда ты уже в годах, конечно, это тяжело. Тяжело, когда еще есть какая-то определенная болезнь, которая не дает, как говорится, встать и пойти что-то сделать. Это очень страшно. Поэтому, ребят, если кто-то хочет как-то хоть чем-то помочь, пускай даже рубль, копейка какая-то будет, от
всей души я вам скажу спасибо. Я прошу, можно сказать, как за себя, потому что, я не знаю, мы, по-моему, должны друг другу помогать. У нас не просто канал, где просто как-то все протекает, нет. У нас смысл совсем другой. Кто, может быть, даже когда заходит сюда, он не совсем понимает, о чем речь. И вообще, да, когда я начинаю в конце разговаривать с вами, кто-то не понимает, а кто-то многие остается, и он говорит громадное спасибо за этот разговор, за это душевное общение, за эту поддержку, за эту помощь, потому что она нужна. Она нужна эта поддержка этому человеку. Эта поддержка этому нужна человеку. Возможно, у кого-то там лишняя копеечка где-то завалялась. Я понимаю, что лишних денег не бывает, но если вы захотите помочь, или морально, возможно, я телефончик, номер телефона и номер карты размещу, можно просто позвонить человеку и морально его поддержать, спросить, как дела. Возможно, кто-то где-то рядом живет, возможно, хочет приехать, навестить и чем-то помочь, может быть. Вот. Я размещу внизу под видео в описании номер телефона мамины. Вот, вы можете позвонить сами с ней, поговорить, и размещу номер карты. Номер карты на кого оформлена? Карта оформлена на соседку, потому что Наталья мамина не ходит, соседка ходит, покупает продукты, все, что надо. Вот, спасибо, ей тоже громадно помогает этому человеку, что она его не оставила, как говорится, в беде. Вот, и поэтому, ребята, если все желающие, если кто есть, помочь этому человеку, пожалуйста, это только от всей души. Я вот искренне буду только рад, это вот честное слово. Вот. Пусть у каждого на душе после этой помощи станет как бы легче намного и спокойнее. Вот. Конечно, мы не можем всем помочь, да, потому что у многих есть свои проблемы, что-то случается, но где-то что-то сделать маленькое, доброе для каждого из нас, я думаю, это будет вообще здорово и круто, и классно. Вот. Еще раз говорю, это никто ничего не просил, это помощь просто от чистого сердца, от всей души, у кого есть такое желание. Человек ничего не просит, он ничего не хочет, это чисто от меня. От меня я просто как бы начал общаться с человеком и вот как бы узнал, что вот такая ситуация. Поэтому я уже сказал, ребят, номер телефона, номер карты я опубликую внизу под видео в описании. Пожалуйста, если кто хочет от всей души, пусть будет так, как говорится. Всем желаю здоровья, ребята, здоровья. И, конечно же, не падайте духом, Многие остались одни, и, ребята, на самом деле я вас тоже от всей души хочу поддержать, взять вашу руку, крепко ее взять, да, передать свое тепло вам, душевно, чтобы вам немного стало легче, пускай вы вздохнете, пускай даже на минуту, даже на секунду, если станет легче. Оно того стоит. Живите, цените друг друга, радуйтесь жизни, потому что самое главное — это душевный покой, это близость, это когда есть рядом близкие люди, родные, и вы понимаете друг друга. Вы не ругаете друг друга, не спорите. А что посуда не помыта, а что не подметено, или еще что-то в этом роде, да? Вы просто любите друг друга, и все. И по мере возможности помогайте друг другу. Сегодня ты, а завтра ты. А завтра вот так. Все у вас будет хорошо. Вы живете, но нужно жить ради того, чтобы жить. Не издеваться друг над другом, не упрекать каждый день в чем-то. Это не так, то не так. Просто живите и наслаждайтесь этой жизнью. Да, возможно, кто-то сегодня не смог это сделать. Не ставьте перед собой какие-то обязанности, не навязывайте никому какие-то неопределенные, неправильные правила. Просто живите, радуйтесь, смотрите на этого человека и радуйтесь, и видите его каждый день, и радуйтесь от всей души, как будто вы его год не видели. Да. Ролик, возможно, сегодня чуток затянулся, но я думаю, он был стоящий ролик.
Как и начало ролика, так и конец ролика. Да, я обращаюсь это к тебе. Я вот хочу тебе только сказать, только ты никому не говори. Сегодня я разговаривал только с тобой. Ты знаешь, я о ком. Да, только о тебе и только о тебе. Поэтому я хочу тебе сказать, возьми волю в кулак. Все будет хорошо при любых раскладах. Понимаю, бывает сложно, тяжело, но нужно бороться. Если бы я мог за секунду облететь всех вас, навестить вас, обнять вас крепко, да, и сказать вам хорошие, добрые слова, я бы сделал это прям сейчас бы, прям это сделал, чтобы вы тоже кайфанули вместе со мной, чтобы вы получили заряд бодрости, тепла, уюта, и пусть все у вас будет хорошо. Так и будет. Все у нас будет хорошо, ребята мои дорогие, друзья. Давайте я буду заканчивать на этом. Как всегда, мы будем всегда на хорошей ноте заканчивать. Даже если нам грустно, тускло, горько, но мы должны, да. Пускай даже сквозь улыбку мы будем плакать, ну ничего страшного, но мы будем улыбаться, потому что если мы перестанем это делать, а мы не перестанем, мы не перестанем, поэтому надолго, как всегда, не прощаясь, я желаю вам счастья, здоровья, любви, удачи, пусть все у вас будет хорошо, от всей души, от меня вы получите все самое хорошее, доброе, душевное. Я буду всегда этим делиться, давать, потому что это круто, классно, это здорово. Как всегда, надолго не прощаюсь. Счастливо. Всем пока. Будьте здоровы, берегите себя.